Друзья, всем привет, на связи. Вы, скорее всего, там, где и планировали оказаться. А если не планировали, то я до сих пор удивлен, почему вы не подписаны на канал. Потому что тут мы общаемся на моноколесную тему, электротранспорт захватываем и все, что с ним связано. В одном из прошлых роликов один из вас в комментах написал о том, что просьбу о том, чтобы я выходил в эфир, так сказать, в видео, в глаженных футболках. Ну, что мне сказать, мне нравятся неглаженные футболки, поэтому в этом ролике мой фейс вообще не появится. Нет, если серьезно, то просто накопились несколько видосов, под которые, ну, хочется просто выложить какие-то мысли по поводу сегодняшней темы. Кстати, насчет просьбы про глажку, это не шутка, и поэтому просьба к вам, пока вы будете смотреть видос, напишите-ка, а на сегодняшний день вы лично что гладите? И гладите ли вы в принципе что-то? Полотенце, покрывало, одежду, футболки, рубашку, брюки и так далее. Ну, а на сегодня на повестке дня у нас 5 пунктов проблем моноколес моими глазами. Первые 4 пункта, они будут в рандомном порядке, то есть случайном, а пятый, ну или точнее первый, да, если идти от обратного, он будет, на мой взгляд, один из самой основной болью лично для меня. Опять же, повторюсь, что это все чисто мои мысли. Пятый пункт – это подзарядка моноколеса. Это электричество. Пятый пункт – это подзарядка моноколеса. И на самом деле уже был видос в всплывающей подсказочке или в комментарии, я оставлю ссылку. Уже был видос по поводу сравнения моноколеса, электричества, бензина, где дешевле, где дороже. Но в целом, да, вот если абстрагироваться от цен и так далее, то в принципе в рамках города, да, в рамках сел, поселков найти розетку 220 не представляется вообще никакой проблемой. Я даже знаю более того, что есть моноколесники, которые не брезгуют отключить из розетки какой-то девайс формата банкомата или холодильника для соков и, вставив туда двойник, тройник, вставить заодно и свое колесо. Не советую это делать, если вы не хотите через пару минут приветствовать в дверях группу быстрого реагирования. Но за городом, да, если это говорить про какие-то горы, про какие-то дальнобои, про природу, про озера, про какие-то, не знаю, там, восхождения, то закинуть в багажник автомобиля канистру на 20, на 10, на 20, на 40 литров бензина вообще не проблема. А вот закинуть себе в рюкзак запас электроэнергии для моноколеса, это немного сложновато. Поэтому пятый пункт – это подзарядка. Одна из основных проблем. Конечно, эта проблема решается вектором быстрой зарядкой, она решается более тяжелыми моноколесами, в которых, соответственно, и больше запас хода, да? Но как бы вес не всегда моноколесникам на руку. Четвертый пункт проблемы моноколеса моими глазами – это пластик. Это пластик корпуса. Это места креплений мотор колеса к самому пластиковому корпусу. Да, многие уже обзавелись топовыми новыми моделями S22 и погнали, в которых как такового в принципе пластикового корпуса не существует, а есть некий металлический каркас, к которому крепится все остальное, в том числе и мотор-колесо. Но подавляющее большинство моноколесников все-таки еще не перешли ввиду денег, ввиду привычки, ввиду там других каких-то моментов и пользуются старыми моноколесами. Они долговечные, они неубиваемые, они по соотношению там цена-качество, допустим, выигрывают у многих новых. Вы можете со мной спорить, но я считаю, да и многие райдеры, что, к примеру, КС-18 XL,
К18L, XL, оно по соотношению запас хода, вес, цена и так далее, оно, ну, если не выигрывает у многих, то не проигрывает уж точно. И в одном из роликов, который тоже ранее выходил на канале, ссылочка во всплывающей подсказке будет и в комментариях, я уже рассказывал про мою боль еще на тот момент после покупки колеса. Я его покупал бэушным, когда я увидел эти разрушенные стаканы в пластиковом корпусе. И это действительно проблема. Да, эти проблемы решаемые, они решаемые металлическими вставками, они решаемые банально пластинами металлическими, которыми можно привинтить мотор-колесо, ну, не мотор-колесо, а точнее стойки к стаканам, к пластиковым стаканам. Но, как бы, захотите, посмотрите прошлый ролик, я его записывал, не буду детально сильно останавливаться. Третий пункт, то есть если мы идем от 5 вниз, третий пункт проблемы моноколес, на мой взгляд, это подшипники, это грязь, это пыльники, это вода, это слякоть и все, что с этим связано. Я, честно говоря, проездив несколько десятков лет на велосипеде, в жизни никогда не задумывался о том, что там где-то что-то в подшипник может попасть, что на велосипеде нельзя проезжать по грязи, на нем нельзя кататься под какими-то ливнями, снегопадами, по бездорожью. Вообще никогда в жизни у меня такая мысль не вызывала каких-то эмоций. А вот у райдеров-моноколесников это, ну, если не на первом месте, то далеко не на последнем точно. И многие этого боятся. Боятся короткого замыкания, боятся того, что не гидроизолированное моноколесо, оно, ну, скажем так, плохо себя будет чувствовать во время дождя, во время луж, во время снега зимой. Да и даже если с электроникой, в плане электроники все тип-топ, то подшипники многих моноколес, они не защищены от попадания в них потусторонних предметов в виде грязи, пыли, песка. Я скажу, что и машины тоже, в принципе, не защищены от этого должным образом. И те же самые пыльники, и та же самая грязь, она разрушает эту резину. И через энное количество десятков тысяч километров, даже на автомобиле, даже на СТО, приходится это менять. В моноколесах нету идеала. Кто-то вставляет эти пыльники сами, кто-то вообще плевать хотел на все это дело, и ему легче поменять через какой-то запас километража просто подшипник целиком, когда он начинает скрипеть, дребезжать, хрипеть и все, что с этим связано. Второй пункт проблемы моноколес — это отключение. И забегая наперед, скажу, что 99% отключения моноколес, оно происходит по вине райдера. Или это резкие старты, или это резкие торможения, соответственно, продав, или это какие-то сверхзвуковые скорости, или это писки, которые райдер не слышит в потоке машин на ПЧ, или это езда по лужам и где-то что-то коротит, замыкает. Или это попытка поднять моноколесо и, соответственно, съезжают, да, там отверстия перетирают где-то какие-то провода. Или это зарядка моноколес с сильно большими мощностями, да, когда провода внутри просто склеиваются или сгорают. Большинство таких отключений по вине, не большинство, подавляющее большинство, по вине райдера. Как говорят, тише едешь, дальше будешь. А вот первое место, несмотря на все проблемы с моноколесами, которые до этого я перечислил, на первом месте лично для меня это не зарядка, это не пластиковый корпус, проблемы с которым я в принципе решил, это не подшипники, на которые я вообще закрыл глаза и даже на них не смотрю. Это проколы. Да, проколы бывают на любом транспортном средстве. Проколы бывают на автомобиле, на мотоцикле, на велосипеде и даже на моноколесе.
У меня бывали на велосипеде проколы даже по 2 за неделю. У меня бывали на велосипеде проколы, когда я выезжал из дома, и уже через 200 метров, как бы это смешно не звучало, я останавливался для того, чтобы заклеить камеру. Но проблема в том, что если на велосипеде для того, чтобы остановиться, разбортировать, найти прокол, заклеить латкой, поставить обратно и поехать дальше, у меня, допустим, уйдет, ну, имея лопатки и имея, допустим, да, там какой-то латки, у меня уйдет, ну, к примеру, 5 минут. А вот чтобы найти прокол и заклеить его на моноколесе, тут 5 минутами уже не отделаешься. И более того, тут не отделаешься даже просто часом, если у вас нету инструмента под рукой. Если говорить про машину, то опять же для автомобильных бескамерок есть специальные, ну так скажем, жгуты, да, которые вы запихиваете в бескамерку и который схватывает эту дырку, отверстие, и вы можете еще 50 тысяч километров ездить, не обращаясь в шиномонтаж, вообще без проблем. Проверено. А вот на моноколесе проблема. Менять текущую покрыху на какую-то бескамерку, ну, тоже есть свои плюсы, свои минусы. Если вы пробили колесо на моноколесе, и у вас под рукой нету банально отвертки, это проблема, вы его не разберете. И если даже говорить про КС-18L, и даже если я, имея отвертку, да, какую-то маленькую, небольшую в рюкзачке, по счастливой случайности оставшуюся там, снял боковые крышки, то снять непосредственно мотор-колесо, да, снять, открутить стойки, у меня может не оказаться шестигранника, у меня может не оказаться там бортировки, потому что велосипедными бортировками тоже не факт, что какую-то моторезину вы сможете осилить. В общем, проблема есть. И поменять, заклеить или поменять, или, не знаю, что-то сделать, чтобы двигаться дальше, ну, честно говоря, у меня иногда вызывает шок, страх и какие-то опасения. По той причине, что если я еду где-то не в городе, ну в городе понятно, ты запрыгнул в такси, ты запрыгнул в общественный транспорт, вернулся домой, и там хоть неделю сиди, колдуй над своим колесом. А если ты за городом, да, если ты где-то в село едешь, если по каким-то достопримечательностям, если ты за городом там, ну 50 километров, я не говорю уже про большее расстояние, то заказывать такси там или ждать какие-то электрички на спущенном колесе, вести это колесо за ручку, ну, удовольствие такое себе. Вот о чем я хотел сказать в этом видео, как я вижу основную проблему моноколеса своими глазами. Это как раз прокол. Друзья, вот такое коротенькое видео. Не забудьте написать, как я в самом начале вас просил, в комменты, что вы гладите. Рубашки, футболки, брюки, джинсы, шнурки. Или не гладите. Ну, интересно вот просто услышать, увидеть. И до новых встреч в новых видосах. Не забудьте подписаться, палец вверх. Всем пока.